В феврале 2025 года британский медицинский журнал сообщил о 82 погибших людях от применения Оземпика и его аналогов. Препарат Оземпик и его аналоги совершили переворот в медицине. Но пока мало что известно о долгосрочных побочных влияниях этого препарата. А то, что известно, уже пугает. Меня зовут Юлия Щербатова. Я кандидат медицинских наук, главный врач клиники. И в этом ролике я расскажу вам о побочных эффектах Оземпика. Оземпик великий и ужасный для всех тех, кто еще вдруг про него не знает, хотя, мне кажется, уже из каждого утюга все научились говорить. Это препарат, который является аналогом одного из пептидов нашего кишечника. Что узнала современная фарминдустрия? Что, оказывается, при помощи вот этого замечательного аналога пептида кишечника можно лечить сахарный диабет второго типа. Но оказалось, что Оземпик также помогает снизить массу тела. Да не просто снизить массу тела, а значительно похудеть. И не только похудеть, но еще и лечить ожирение. Но оказалось, что у него, барабанная дробь, есть побочные эффекты. Одним из самых неприятных побочных эффектов Оземпика является вся эта не очень приятно выговариваемая даже проблема с желудочно-кишечным трактом. То есть это поносы, это вздутие, это метеоризм, это тошнота, это отрыжки, это брожение в животе, это слабость, это ужасно все неприятно. Но возникает эта вся история тогда, когда пациент впервые применяет такой препарат, либо при нарастании дозы, когда доктор увеличивает дозу для того, чтобы достичь целевых показателей. И казалось бы, если очень нужно похудеть, очень хочется похудеть, можно все это потерпеть. Но если еще что-то проблемное есть, это неконтролируемое похудание. Мы кололи препарат, все было хорошо, запустили похудание, и вдруг мы понимаем, что оно происходит не теми темпами, которые мы планировали. Начинается неконтролируемая потеря веса. Мы уже даже перестали колоть этот препарат, а похудание все равно продолжается. Человек тает на глазах буквально. Это очень неприятно, на самом деле, довольно страшно. У человека буквально повисает кожа на теле, человек становится угловатым, исчезает вот эта привлекательность тела, возникает пресловутый Оземпик фейс. Лицо становится настолько некрасивым, настолько угловатым, особенно у женщин, мужчин еще ладно, но женщины становятся прямо вот такие некрасивые, отталкивающие. То есть вместо положительных эффектов получили вот такое некрасивое. И управлять этим процессом буквально невозможно. Это проблема. И вы спросите, а неужели об этом не было известно до того, как препарат вышел на рынок? Так бывает на самом деле довольно часто, когда наступают так называемые постмаркетинговые исследования. То есть препарат уже вышел, люди уже начали его применять, врачи начали назначать. И тут мы стали видеть какие-то побочные явления, которые не были исследованы в доклиническом периоде. Так произошло со всем известной Виагрой. На самом деле препарат создавался с целью лечения стенокардии, для расширения коронарных сосудов сердца, для спасения жизни человека. А оказалось, что сосуды расширяют он не только в сердце, но еще и в половых органах. И поэтому стали его использовать для лечения импотенции и эректильной дисфункции. Что касается Оземпика. Конечно, когда люди стали применять массово, совершенно разные люди, мы увидели, что такое явление возможно. Если раньше компании фармацевтические собирали эту информацию в течение долгого времени, обрабатывали, анализировали и потом только выходили с какими-то заявлениями, то сейчас есть интернет. И каждый, получивший побочные явления, может быстро туда написать, и таким образом мы получаем какие-то новости очень быстро. Поговорим об Оземпике в контексте косметологии. Да, косметологи очень часто с этим сталкиваются, потому что даже термин специальный появился, называется Оземпик фейс. Означает, когда человек резко и, что печально, необратимо потерял подкожный жир на лице. Именно подкожная жировая клетчатка делает черты лица привлекательными, делает их такими округлыми у женщин, да, такой baby-face прекрасный. Противопоставление Оземпик фейсу baby-face, когда женщина с кругленькими щечками, с красивыми округлыми чертами лица вызывает такое умиление, привлекательность. Когда исчезает подкожная клетчатка с лица человека, это выглядит, мягко скажем, непривлекательно. У французов есть даже такая поговорка: мы худеем телом, но стареем лицом. И это справедливо. Потому что начинают прорисовываться морщины, начинают западать височные ямки.
появляются такие круги западения, борозды под глазами, внезапно откуда-то нарисовываются носогубные складки, почему-то проваливается шея, над ключицами возникает дефицит ткани, и женщина становится похожей на старушку. И косметология тут начала предлагать то, что она предлагала раньше очень возрастным женщинам, да, когда потеря жировой клетчатки происходит по причине снижения уровня половых гормонов. Мы вводили особые препараты, это мог быть собственный жир человека или это могли быть филлеры. В случае Ozempic Face нам приходится эту работу делать в гораздо более выраженных масштабах, больше вводить этих препаратов, чтобы элементарно сохранить черты лица человека. Иногда приходится даже поправлять это оперативными методами. Это, согласитесь, не то, чего все ждали от Оземпика. Расскажу вам пример. Это мой клинический опыт, это моя пациентка, которая прошла большой путь по похуданию, она худела разными методами, и, наконец-то, в ее жизни появился препарат, и мы получили колоссальную потерю веса. Она пришла ко мне радостной, что она похудела, все хорошо. Но что мы увидели на ее лице? Мы увидели истонченную, иссушенную кожу, покрытую морщинами, потому что подкожная клетчатка, которая просто растаяла от применения препарата в результате большого похудания, и поэтому кожа буквально высохла. Кожа покрылась складками и на лице, и на шее. На шее мы получили избыток ткани, которая висит теперь как мешочек. Она, с одной стороны, рада, что она похудела, а с другой стороны, мы получили теперь с ней колоссальное поле для реконструктивных работ. На самом деле я еще не решила, возможно, мы прибегнем к операции. Есть у меня другая пациентка, другой опыт. Дело в том, что она накопила избыточную массу тела, и она даже применяла препарат, похожий на Ozempic. Он не помог пациентке, потому что у нее оказалась резистентность. И похудеть у нее на этих препаратах не получилось. Но зато очень круто получилось похудеть, убрав из своего питания один продукт. Это был алкоголь. И она похудела больше, чем на 20 килограммов. И об этом, кстати, у меня есть отдельный ролик. При применении Оземпика возникают дефициты различных веществ. Но даже это не самое страшное. А что самое страшное, я расскажу вам дальше, в конце этого ролика. Поэтому не переключайтесь. Какие же дефициты возникают при применении Оземпика и похожих препаратов? На фоне снижения резкого аппетита человек перестает есть буквально все. А врач, между прочим, предупреждает, что нужно продолжать питаться, нужно соблюдать рацион, нужно правильно питаться, но кто б слушал врача, правда? Как только человек проходит путь применения Оземпика, они же все хотят на нас заработать, человек перестает правильно питаться, возникают нутритивные дефициты, кости становятся хрупкими, доходят прямо до остеопороза, даже у молодых пациентов, возникает дефицит белка. Вследствие этого мышцы теряют свой объем, свою массу, свою сократительную функцию, мы называем это саркопенией, и возникает дефицит железа, один из самых неприятных, потому что именно железо для нас является основой жизни, и именно железо мы больше всего потребляем из пищи. Поэтому при применении препарата Ozempic нужно тщательно следить за поступлением нутритивных веществ и ни в коем случае не допускать дефицитов. Ну а теперь самое страшное. Это уменьшение сердечной мышцы. Буквально распад сердечной мышцы, сердце уменьшается в объеме, перестает выполнять свою сократительную функцию, перестает выполнять свою насосную функцию. Человек начинает меняться буквально по всем показателям сердечно-сосудистой системы и погружается в заболевание, которое буквально нечем лечить. Но новость в том, что когда это вообще возникает, при неправильном дозировании препарата. Поэтому никогда не назначайте себе Оземпик самостоятельно. Вы не умеете титровать дозу и никогда правильно не можете рассчитать правильный режим применения препарата. Если доктор вам все рассчитает правильно, а он специально для этого учился много лет, то, скорее всего, эти осложнения не возникнут. И помните, что вредят, конечно, не препараты, а их нерациональное, неправильное использование, самолечение и то, где вы их покупаете.